Всем привет! Китайцы атакуют. Столько их не было еще никогда. Цифра поразит вас. Лидерство пока удерживают отечественные марки. Но вот корейские производители уже далеко позади китайцев. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Доля китайских автомобильных брендов на российском рынке вплотную приблизилась к 30%. Об этом говорят данные продаж новых легковых машин в России на прошлую неделю. В этот период россияне в дилерских центрах марок из КНР приобрели 2562 автомобиля. Топ-3 марок на данный момент это Lada 3300 штук, Chery 1100, Haveo 660 штук. Таким образом, компании из Поднебесной смогли настолько укрепить свои позиции, что суммарно заняли 30% всего объема проданных на прошлой неделе новых легковушек, которую китайские бренды когда-либо имели в России. Лучше китайцев продаются только россияне. Отечественные бренды на той же неделе заняли 39,8%. А вот у корейских компаний, переживающих в России период большой неопределенности, более чем двукратное отставание от китайских производителей. Их доля составила 12,8%. Также Китай стал лидером по объему импорта новых автомашин в России. 2/3 новых автомобилей, возимых в Россию из-за рубежа, приходят из Китая. Они составили 67% российского автомобильного импорта. На втором месте по объему импорта оказалась Южная Корея. Третьим стал Казахстан 4%, а замкнул пятерку лидеров Объединенные Арабские Эмираты и Япония. Оттуда в Россию пришло по 4% новых легковушек. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. В импорте подержанных автомобилей доминирует Япония. В августе на нее пришлось 76% от всех поставленных в Россию машин. Также авто с пробегом возят из Белоруссии 5,3%, Армении 4,9%, Германии 4,7%, Южной Кореи 3,6% и других стран. Большинство новых машин возят в Россию юридическими лицами, но доля физлиц при этом продолжает расти. Если в январе на них приходилось лишь 3% импорта, то в прошлом месяце их доля выросла до 23%. Иная ситуация с подержанными автомобилями. Их наоборот везут в основном физические лица, забирая себе 99% импорта в этом сегменте. Ну и обещанная мною шутка юмора. Студент шлет домой маме телеграмму. Провалился на экзамене, подготовь папу. Через день получает ответ. Папа подготовлен, готовься сам. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Брать ли китайца? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, жизнь хитра. Когда у нас на руках все карты, она внезапно решает играть в шахматы. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету.